что, дорогие друзья, сегодня поговорим на интересную тему. Тема у нас простая и довольно актуальная, потому что сейчас в сети, в Инстаграме, в разных YouTube-каналах выходит куча информации про то, что сейчас стало модным. Это нейрографика, карты желаний и прочая херня такого типа. Сейчас я просто вам расскажу свое мнение, что я думаю по этому поводу. И так как мне периодически задают вопросы и спрашивают, а реально это, а помогает ли это кому-то, и может ли это помочь тому конкретному человеку, который меня спрашивает об этом, я подумал, я разобрался в своих мыслях, я разобрался в том, что я знаю вообще за рамками общепринятых разных вещей, да, и пониманий того, как вообще все устроено. И могу вам сказать то, что интересно, каким образом это сейчас стало модным. Ну, модным стало, потому что это приносит деньги тем, кто про это рассказывает. Особенно тем, кто это для кого-то делает и какие-то курсы ведет, еще там что-то. Это все, конечно, хорошо, но здесь надо посмотреть, реально ли это или нет. Реально, сейчас разберем плюсы, да? Плюсы вот этой всей истории в том, что вы концентрируете внимание на той проблеме, на тех желаниях, на тех целях, которых вы хотите достичь, да? То есть вот избавиться от проблем, определиться с тем, что вы действительно хотите, и все это изобразить, когда мы говорим про карту желаний, да, мы с нее начнем. Карта желаний выглядит там несколько секторов, каждый сектор отвечает за какую-то часть вашей жизни, да, то есть за здоровье, за развитие, за обучение чему-либо, да, за работу, за отношения с близким человеком, с тем, кого вы любите, за вашу семью в целом, вот, и за ваше внешнее состояние, да, как вы выглядите там. Ну, я там в общем виде это вам сейчас объясняю. Если захотите, вы найдете информацию, ее дофига в сети. Вот. Мое мнение следующее, то что вот такую карту желаний, по сути, каждому человеку хотя бы в голове у себя, но надо иногда составлять, потому что сейчас мир очень быстрый, и те, кто живут в мегаполисах, они это прекрасно видят. Те, кто живут в регионах, они это замечают, но его не остановить, и ты просто, попадая в эти жернова, вот в это, во весь этот круговорот событий, да, ты иногда зацикливаешься. И мало того, каждый человек, он как бы движется по определенному кругу. То есть он начинает свою жизнь и заканчивает ее каждый раз одинаково. То есть он должен достичь результата того, зачем он пришел в этот мир. Ему ставятся определенные задачи. И часто человек зацикливается, он ходит по кругу много своих жизней, проживая каждую следующую и совершая одни и те же ошибки. Это если глобально на судьбу человека посмотреть и вообще на то, зачем мы живем, да? Ну, в первую очередь, мы живем для того, чтобы стать счастливыми. Во вторую, чтобы сделать счастливыми тех близких нам людей, которых мы встречаем на нашем жизненном пути и с которыми мы хотим взаимодействовать, с кем-то жить, с кем-то проводить время, с кем-то заниматься спортом, с кем-то делать какие-то открытия, в чем-то разбираться, изучать что-то, создавать. Мы все, каждый, выполняем определенную задачу, когда мы приходим в этот мир.
И очень многие люди, очень многие, практически вот 60%, они просто крайне редко, а иногда и вообще не задумываются о том, чего они хотят от жизни. И зачем они вообще делают то, что каждый день делают. Вот ты поставил будильник на завтра, на 6 утра, чтобы пойти на работу. Ты по будильнику проснулся, выполнил все действия, да, позавтракал, умылся, оделся, вышел, сел в машину или на общественный транспорт, добрался до работы. Там ты работаешь, перерыв на обед, ты снова работаешь, и ты опять едешь домой. Ты возвращаешься, по дороге заезжаешь в магазин, допустим, купить продуктов и приготовить себе еды и своим близким. Если у тебя семья есть, твоя, да, то ты заботишься еще о своих близких. И все. Вот это происходит у тебя почти каждый день. Ну, за исключением выходных. Выходные дни, если ты не работаешь в выходные дни, если тебе повезло, и ты можешь не работать в субботу, воскресенье, ну, ты так думаешь, что тебе повезло. Потому что в это время, скорее всего, ты делаешь что-то, что ты просто не успеваешь сделать в будни, а в будни ты не думаешь о том, чего ты хочешь вообще. И у тебя получается то, что ты неделя за неделей, а потом месяц за месяцем, год за годом ты делаешь, в принципе, одно и то же. И события, они настигают тебя самостоятельно. То есть твое повышение, оно придет просто постольку-поскольку. Возраст, должность освободилась, вакансия появилась, кто-то тебя подтолкнул там, но сам ты ничего не делаешь нового. И о том, зачем ты живешь, ты тоже не задумываешься. И о том, что ты хочешь вот конкретно сейчас, там, через месяц, через год, ты крайне редко выставляешь. У меня есть несколько близких людей, которые интересным образом поставили перед собой цели. И постоянно они контролируют, достигли они, не достигли, оценивают, почему они этого не сделали. Оценивают, что нужно изменить, чтобы достичь этого результата. То есть люди образованные, люди, которые думают о том, зачем они каждый день выполняют то, что не особо им хочется, да? Как правило. Они-то устроились хорошо в жизни, и их все устраивает, им нравится то, чем они занимаются. И они постоянно за счет того, что они оценивают то, чего хотят, тот результат, который хотят получить, они оценивают, получили они его или нет, они оценивают, что на это повлияло, и где-то они не доработали, где-то обстоятельства так сложились, где-то еще что-то, и постоянно они оценивают, постоянно смотрят. То есть у них есть рэперные точки, они видят результат своих действий, результат своей жизни, что они сделали хорошего для себя, для близких, для общества, какую пользу они принесли. И в то же время, самое главное, они смотрят на то, чего они сами хотят. Вот поставил перед собой цель заняться хоккеем. И пошел ходить на тренировки. Все, отправился на тренировки, ходит, занимается. Хотя не занимался этим никогда до этого. Хотя уже там 30 лет или 40. И даже если 50, у тебя всегда есть какая-то цель. Ты же не дерево, которое растет в одном месте. В лучшем случае его пересадят куда-то в более интересное место, чем он находится, да? А может и спилит к херам, и все. И также и с жизнью людей, да, ты никогда не знаешь, что будет завтра, да, мало людей обладают этой информацией и возможностью ее получить. Не все ей пользуются. Ну, это как отвлечение от темы этой, да. Поэтому карта желания, она тебе помогает
когда ты ее формируешь, она тебе помогает просто понять ответить себе на вопрос, что ты хочешь сам. Вот что ты хочешь? Ты хочешь вылечиться от какой-то болезни? Ты хочешь получить повышение на своей работе или вообще бросить все, поменять все кардинальным образом, заняться какой-то интересной для тебя деятельностью, да, заняться творчеством, заняться фотографией, я не знаю, может, ты рисовать хочешь, может, ты хочешь какие-то деревянные поделки делать, да? То есть, кто его знает, что ты хочешь? Только ты. Но ты сам себе на этот вопрос не отвечаешь. Поэтому, когда ты вот это все составишь, как минимум польза от этого будет в том, что ты сам себе ответишь на вопрос, чего ты хочешь во всех вот этих аспектах твоей жизни. И когда ты на это на все посмотришь, неважно, ты это будешь в голове составлять или ты это сделаешь так, как объясняют многие на своих каналах, да? Ну и вообще, в принципе, это модная тема, она везде. Поэтому я и свое мнение о ней говорю и разбираю то, зачем она нужна. Идея-то сама по себе хорошая, да? И самое главное, что тебе не обязательно вот этой всей херней заниматься, когда ты пошел на какие-то курсы или там посмотрел что-то или заказал, чтобы тебе это сделали. Если у тебя есть время и у тебя там ограниченные финансы, да, и нет желания вообще кому-то часть своей жизни и своих желаний вот этих озвучивать, сделай сам. Найди информацию в интернете и сделай все это сам. Там ничего сложного. Ты просто как бы компонуешь свои мысли, свои желания. А потом, через какое-то время, ты к ней вернешься. Поэтому лучше ее, если у тебя память плохая, а скорее всего ты забудешь все, что ты там напридумывал, ты возьми и запиши. То есть запиши картинки туда, собери. И даже если ты это сделал у себя там в телефоне или в компьютере где-нибудь, там коллажик такой составил, да, ты потом через год, через два, ты посмотри, что произошло. Ну вот из того, что ты хотел, ты этого достиг. И ты тогда сможешь себе ответить на вопрос. Ты вообще идешь вверх, или ты на месте стоишь, или ты, в принципе, опустился, да? Ну, опустился в хорошем смысле, ну, в плохом в плане твоей жизни, но в хорошем в том плане, что ты просто это увидишь вовремя. Если ты это будешь делать там с периодичностью раз в квартал, там, да, раз в 3 месяца, ты будешь смотреть на то, смог ты сделать достаточно шагов, чтобы приблизиться или достичь там того желаемого, да, результата, который ты хотел. Ты хотел повышения, ты получил его. Ты хотел заработать, я не знаю, 1 миллион, да, ты его заработал. Ты хотел увидеть новые, съездить куда-то в путешествие. Ты хотел там научить сына, допустим, играть в футбол и вместе с ним проводить времени больше. Ты это хотел, ты это сделал. Ты посмотрел, ты увидел, да, все, молодец, и формируешь новые цели. То есть это просто твои цели, которые ты записываешь. Твои цели, твои желания. Поэтому в этом плане тема довольно хорошая. Да? Не говоря про то, что ее просто сейчас так используют, чтобы зарабатывать на тех людях, которые, допустим, не могут себе позволить или не задумываются, или не знают о том, что можно сделать там заговор, допустим, на удачу, или разобраться в том, что тебя в будущем ждет, разобраться в том, для чего ты больше подходишь. Ну, в принципе, от создания тебя, да, ты родился, и ты уже с какой-то идешь сумкой, в которой, вот как сумка, да, в которой есть определенный набор инструментов. То есть ты уже что-то знаешь, ты уже что-то можешь. Это либо прошлое твоей жизни, либо это, в принципе, предрасположенность к чему-то, да.
Но вот в этом во всем разобраться сложно, потому что тебя подталкивают обстоятельства, в какой семье ты родился, будут ли вообще интересоваться родители тем, кем ты хочешь стать, что тебе нравится, что у тебя получается. Самая счастливая работа — это когда ты не воспринимаешь ее как работу, когда ты воспринимаешь это как любимое занятие. Это не просто так говорят, да, это красивые фразы, но по факту оно так и есть. Если ты любишь то, чем ты занимаешься, ты в этом развиваешься, у тебя это получается, ты никогда не останешься без внимания, без денег. Ты всегда будешь в отличном настроении, потому что у тебя есть то дело, которое тебя кормит, которое тебе нравится, в котором ты развиваешься. А если ты развиваешься, и тебе это нравится, и ты это делаешь постоянно, то тогда успех, он неизбежен в этом случае. Но если ты каждый день, изо дня в день, даже не думая о том, зачем ты это делаешь, ты постоянно делаешь одно и то же, ходишь на нелюбимую работу, занимаешься нелюбимым делом, ходишь, даже ты спортом занимаешься, но не тем, которым ты хочешь. И ты им не занимаешься по одной простой причине, потому что ты не думаешь, что ты хочешь. Ты не думаешь, не задумываешься об этом. И, соответственно, ты прожигаешь жизнь и опять возвращаешься к той же точке. Потом в конце ты к ней как раз подойдешь, обернешься, посмотришь, а что я, зачем жил? Что я сделал? Чего я добился? Почему я там 20 лет назад не задумался о том, что я вот как бы хотел себя попробовать вот в каком-то деле, да? В котором, может быть, ты к концу жизни каким-то образом к этому придешь, попробуешь, и потом локти будешь кусать, что типа, ой, а я вот не попробовал. Потому что решительность, она необходима. Уверенность в себе, решительность, да, но уверенных в себе людей их не так много. Особенно не так много тех, которые реально в себе уверены, они вот эту маску одели и ходят по миру, пытаются там гнобить тех, кто рядом находится, пытаются как-то за счет унижения тех, кто слабее в данный момент, вырасти относительно него, да, и на контрасте сыграть, что вот он такой уверенный в себе. Уверенных в себе людей мало, достаточно мало. Но они есть, они добиваются того, чего хотят. Они добиваются, самое главное, в основном они добиваются счастья. То есть они более счастливы, потому что они уверены в том, что они делают. Им не нужно вот это постоянное подталкивание, вот это постоянное признание там и еще что-то, да. Они уверены в том, что они делают. Они знают, я это делаю, потому что я это делаю отлично, я это делаю, я это люблю. И я буду это делать. У меня будет всегда получаться. Потому что я в этом разбираюсь. Я это делаю лучше всех. И я буду делать это лучше всех. Все. Если ты будешь уверен в себе, если ты будешь формировать какой-то вот план твоих целей на ближайшее время, если ты будешь оборачиваться и смотреть на то, что ты сделал вчера, на то, что ты сделал неделю назад, месяц, год, то тогда твоя жизнь, она будет меняться, потому что ты будешь на это смотреть, тебе что-то будет не нравиться, а смотреть надо именно с этой точки зрения. Надо критически оценивать то, что ты делал вот тогда. Посмотри не с той стороны, что ой, как хорошо, что вот хотя бы так получилось. А посмотри, что ты мог еще сделать, чтобы это изменить, чтобы это сделать лучше. Потому что ты, если, я надеюсь, у тебя есть семья, и есть люди, о которых ты заботишься, которые для тебя имеют особое значение. Для этих людей ты хочешь, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону? Ты хочешь, чтобы они были счастливы? Ты хочешь сам с ними разделить это счастье? Быть счастливым и смотреть на своих детей, на свою жену, на своего мужа
что вы на своих родителей, на своих внуков, что вы все вы все счастливы, потому что ты не сидел на жопе ровно, да, на диване после работы, а ты реально что-то делал, ты развивался. Ты что-то сделал для того, чтобы всем было хорошо, твоим близким. Не кому-то там, не дяде там с 5-го подъезда, а тебе. Поэтому твоим близким и тебе. Поэтому надо заниматься собой. Займись. Этот год заканчивается. Следующий год, он уже не за горами. Осталось всего несколько дней. И вот в следующем году я тебе советую задуматься о том, чтобы понять, что из твоих желаний, что из твоей, в принципе, из твоей мечты, из твоих результатов за последнее время, что из этого тебя устраивает. Вот то, что не устраивает, надо менять. Разбирайся в этом. Тогда не надо будет приходить и заказывать заговор на удачу, заговор на деньги. Тогда, возможно, не надо будет потом приходить за приворотом, потому что у тебя жена уйдет из-за того, что она будет смотреть на то, что ты на нее перестал внимание обращать, что радовать перестал, что на детей тебе плевать. Или что тебе на мужа плевать, ты перестал вообще думать о том, как он себя чувствует и так далее. И вот эти все вещи, они происходят от того, что человек зацикливается, он постоянно выполняет одну и ту же задачу. Он все время пытается вот сделать работу, я закончу, вот сейчас я приду посплю, а потом я снова и думаю о работе, да, и вот так вот про свою жизнь-то и про жизнь своих близких все забывают. И вот этот круговорот, который происходит, который ты в окно вот выгляни, посмотри, все куда-то спешат. Но из них 60% они не понимают, что они делают, как роботы просто валят на какие-то свои задачи, монотонные, каждый день повторяющиеся. Будьте счастливы в следующем году. Если вы хотите больше удачи, обращайтесь. Если вы хотите решить какую-то проблему, Георгий вам поможет. Всем, кто смотрел, спасибо. Лайк, подписка. Если вам нравится такой формат, то ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Потому что наш канал развивается. И до скорых встреч.